Всем привет! Добро пожаловать на канал Дистилеша. Год спустя на том же месте, с теми же друзьями. Со мной сегодня Игорь. Привет, Игорь. Привет, Леш. Прекрасное начало субботнего утра. Да, сегодня мы будем пить виски. Друзья, со мной сегодня Игорь Сапко, мой подписчик, и не только мой, многие алкоблогеры, которые обозревают виски, делают обзоры на виски, наверняка также сталкивались с комментариями Игоря, всегда очень интересные и замечательные. Теперь вы можете познакомиться с Игорем вживую. И мне это очень приятно. Так, сегодня мы будем разговаривать о теруаре. И теруар не винная история, не в винной истории, а теруар в виски. Для этого я взял бутылки с винокурни, точнее, Игорь предоставил любезно из своей коллекции, так скажем, 4 бутылочки от винокурни Бруклади из серии Айла Барли с 2009 по 2012 годы. Спасибо, Игорь, большое. Вообще, открывать какие-либо уже коллекционные намечающиеся истории, это, конечно, дорогого стоит. И спасибо, что согласился на этот эксперимент. Это для меня честь послужить святому делу дегустации. Друзья, мы находимся в магазине Сомелье в Оренбурге. Ровно год назад мы были здесь на выпуске «Была ли трава зеленее?». Это была первая часть. При этом вот здесь ссылочка. Эта первая часть, она на самом деле наиболее популярная по просмотрам. Как бы кто ни говорил, да, потом у меня были в гостях и 2 эксперта, но выпуск с Игорем был, на сегодняшний день является наиболее просматриваемым. Вот, как ни странно, то есть, видимо, пока он лучший из лучших, так скажем. Кстати говоря, остались сеты «Была ли трава зеленее» по первым 3 частям. Остались сеты. Я предлагаю разыграть один из них. Если, кстати, кому интересно, обращайтесь в личку в соцсетях. В наличии еще несколько буквально штук. И вот давайте разыграем один из них в этом выпуске. Комментируйте. Опять же, конкурс точно такой же, как был с Гришей Шаламовым. Комментируйте этот выпуск. Все комментарии потом мы соберем в кучу и случайным образом выберем победителя, и победитель получит вот этот сет «Была ли трава зеленее» из 6 разных винокурен, 2 версии. Прошлое, обычно это 10-й год или ранее, и современная версия, возможность сравнить самостоятельно, для себя решить вопрос, была трава зеленее, не была трава зеленее, для какой винокурни. У всех наверняка получатся разные результаты. Кстати, и Игорь тоже обладатель этого набора, но пока, я так понял, еще не... Да, пока еще не вскрывал, пока любуюсь. Не садился, да? Очень красиво сделан, очень крафтово, оформлено очень прекрасно, поэтому пока любуюсь. Ясно. Друзья, мы, еще раз напомню, в магазине Сомелье. Здесь большой выбор крепкого алкоголя и вина. В Оренбурге, если вы находитесь в Оренбурге, пожалуй, наверное, это единственный такой интересный магазин для виски-поклонников, так скажем. И, наверное, любителей коньяков и бренди, потому что такая подборка и арманьяков, и коньяков здесь тоже очень приличная. И прочий алкоголь. Граппа, ром, еще что-то. Причем обновляемая экспозиция. Да. Кстати, мы тут с Игорем общались, и Игорь сетовал на то, что в Оренбурге пока не нашел единомышленников. И те, кто смотрит этот выпуск, если вы живете в Оренбурге или бываете здесь и являетесь, так скажем, сторонником виски течения, напишите, пожалуйста, в комментарии, отзовитесь. Будем потихонечку формировать оренбургское виски-сообщество. И Игорю, опять же, будет с кем пообщаться. Буду рад знакомству. Пообсуждать. Так, давайте вернемся к теруару. Теруар. Что такое теруар? Теруар – это совокупность природных, географических, климатических факторов, которые влияют на вкус и аромат продукции, которая производится на данной локальной территории. Помимо географических, это могут быть какие-то факторы биоценоза, то есть тех
те растения или животные, которые присущи данной территории, могут также влиять на результат там, производимой продукции фермером. И, кстати, что интересно, теруар всегда, это французское слово, и его всегда употребляли к вину. Вот, и вот я только тоже думал, к вину употребляли, но по сути дела, если подумать, то теруарность вообще любой Можно продукции, употребить к любой продукции продукту. можно, там, лимоны, молоко, Конечно. сыр, там, то есть молоко, которое произведено в Оренбурге, оно будет там, другим, нежели в Московской области какой-нибудь там или в Владивостоке. На южном берегу реки Урал. Или там, да, на южном берегу, тогда зачем далеко, и на северном там берегу. То есть теруар это на самом деле применимо, и работать с теруаром, наверное, могут любые фермеры, ну все фермеры, в том числе эту историю подключать в свою маркетинговую историю, да, в свое развитие там. Так вот, из вина пришло, так вот, и почему же мы взяли именно Бруклади? Давайте немножечко окунемся в историю. Бруклади основана в 1881 году, именно тогда, когда в Российской империи зарождалось коньячное производство бренди. Это и Арарат, и Кизляр, и Сараджишвили были основаны заводы в то же время. Так вот, в 1981 году 3 братьями, как же их фамилия, чуть ли не Райтами, была основана винокурня Бруклади. И вплоть до 1934 года она просуществовала под руководством одного из братьев старших, по-моему, Уотта. И он благополучно с ней расстался в 1934 году, в 1936 умер. Далее винокурня переходила и меняла собственников вплоть до 1994 года. И, в принципе, практически не работала. То есть она производила какие-то там минимальные. То она работала, то не работала. Война. В 1994 году она была полностью закрыта, но в закрытом состоянии она пробыла недолго. И в 2000 году винокурню выкупают у White and Mackay, на тот момент это принадлежало White and Mackay, выкупает энтузиасты, 3 энтузиаста из компании Murray McDavid во главе с Марком Ренье, это человек, лондонский повеса, так скажем, человек из вина, торговец вином, и он же является, так скажем, ну, он в принципе главное лицо винокурни, и он не переманивает еще одну легендарную личность, уроженца острова Айла, уже, так скажем, деревенского жителя, переманивает к себе в команду поднимать винокурню с колен знаменитого, ну просто, я не знаю, там, ну человек-легенда, это Джим Макьюин, такой человек, если вы не знаете. Он 38 лет проработал на винокурне Боумо, и с 15 лет он там работал. 38 лет он проработал на Боумо и стал там вообще, ну выше некуда, он стал руководить этой винокурней. Почему он ее оставил и как Марк его уговорил перейти в развалины, да, Бруклади, я не понимаю. То есть там, в общем-то, ничего практически не было, были кубы, там было... Причем все оборудование, практически все, по крайней мере кубы, осталось еще со времен тех самых 3 братьев. Кубы на Бруклади довольно высокие, очень нетрадиционные. Винокурня была построена по последнему слову техники на тот 81 год. То есть винокурни на Айле, они были, так скажем, уже устаревшие к тому моменту. Кубы в основном были невысокие. И здесь на Бруклади применяется уже новая идея, используются высокие кубы. То есть делается акцент на более легких, более фруктовых спиртах. Так вот, Джим Макьюин и Марк Ренье берутся за дело, и, в общем-то, с тех времен, и вот, как мы сегодня знаем, Бруклади, это просто гремящая винокурня, чего только мы о ней не слышали. Сегодня производят 3 разных вида виски. Это не дымный классический Бруклади, дымный Порт Шарлотт и супер дымный, самый дымный виски в мире, это Октамор. Гремели они там разными историями. У них был релиз, когда какие-то фотографии с винокурни попали к американцам, и они решили, что это какая-то лаборатория в Ираке по производству отравляющих веществ, и они сделали потом какой-то в честь этого релиз.
Yellow Submarine, у них тоже есть такой военный релиз, когда в берегах залива Лохендал обнаружили, ну, на берегу которого находится винокурня, обнаружили подводную лодку радиоуправляемую британской ВМС, да, там, не знаю. Вот. И, в общем-то, Yellow Submarine создался такой, появился релиз. И, соответственно, теруарная история. Есть у них Берри Барли такой релиз, Бруклади недымный, который сделан из старого ячменя. Есть Scottish Barley, то есть релиз, который сделан из ячменя, который выращивался только в Шотландии. Наверное, многие сейчас удивятся. Да-да, не весь ячмень, и далеко уже не весь используется шотландский в производстве виски. Большая часть уже, ну, точнее, добрая половина, наверное, берется уже с Европы, из Европы. Это и страны Скандинавии, основной поставщик Германия. Так вот, теперь перемещаемся к теруару. Марк Ренье человек из вина, и он был просто и до сих пор одержим идеей теруарности. То есть он знал много о теруарности вина, и он был совершенно уверен, что также есть и теруарность у виски. И теруарность, здесь имеется в виду теруарность ячменя, который выращивается для производства виски. И на Брукладе он развернулся в полной мере, ну точнее не совсем в полной, потому что его ограничивала ассоциация шотландского виски, консервативная. Он развернулся в полной мере и решил производить виски, беря ячмень из разных ферм, которые выращивают этот ячмень на территории острова Айла, исключительно острова Айла. Поначалу это была одна ферма, Rockside. Первый релиз вышел 2007 год. То есть здесь у нас еще не только теруарность, но и миллизимность. Марк Ренье стал дистиллировать каждый год собирать купажи из ячменя, произведенных с разных ферм, собирать разные купажи, разные дистилляты делать, смеси. И, соответственно, решил доказать миру, что каждый из этих релизов является уникальным. То есть вот эти 4 бутылки отличаются между собой. Соблюдена полностью технология дистилляции, приблизительно выдержка, там приблизительно один и тот же состав бочек, но разные фермы участвуют в производстве каждого отдельного года. На сегодняшний день это 18 ферм на острове Айла производят ячмень для винокурни Бруклади. При этом Марк переманивал, так скажем, местных производителей, кого-то отвлекал от рыболовства, кого-то отвлекал от скотоводства, подключал, так скажем, местное комьюнити к производству именно ячменя. И сегодня именно 18 ферм с разных точек острова Айла, потому что Марк уверен, что даже в разных частях острова Айла может быть разный по своим вкусоароматическим характеристикам ячмень, который дает, соответственно, свой определенный уникальный new make. Там, в принципе, и проходит какой-то разлом, даже тектонический, посередине острова Айла, который отделяет плиту британского вот этого вот большого острова от уже там следующей плиты. Так вот, сегодня с Игорем мы постараемся найти отличия в этих 4 бутылках. И суть эксперимента, а это эксперимент, заключается в том, чтобы мы доказали, что есть ли теруар в виски или нет. Как мы это сделаем? Мы разольем все 4 релиза по нашим бокалам. Вначале в открытую продегустируем, попробуем найти какие-то различия между этими 4 бутылками. Далее мы перемешаем эти бокалы и вслепую продегустируем, попытаемся определить, найти в каком бокале какой год. То есть точно сказать. Если мы сможем с точностью сказать, ну не знаю, с какой точностью я надеюсь, что 100%, я оптимист. Вот, будем стараться. Если мы сможем идентифицировать каждый бокал и сказать, вот в этом бокале там 2011 год, в этом бокале 2009 год, тогда значит Марк Ренье прав, и действительно даже сорт там, ячменя или конкретная территория может влиять на производство нашего виски. На вкус ароматику.
на вкус ароматику, да, я уже заболтался, прошу прощения. Ну, еще, конечно, видимо, есть какая-то общая линия, которую мы тоже постараемся найти. Да, конечно же, мы постараемся найти как сходство, так и отличия. Я надеюсь, что нам это удастся. Ну что, приступаем, да? Разливаем потихоньку. Кстати, первый релиз, 2007 год, это была одна единственная ферма Rockside, а здесь вот забыл сказать, что бутылки очень информативные, тубы очень информативные. Здесь у нас, например, 2009 год, уже 4 фермы. Дальше там, по-моему, 6, 8 и опять 6. Так, начнем разливать. 2009 год. Я, наверное, 10-й начну открывать. Да, значит, смотрите, у нас слева направо, ну, с нашего лева направо, с вашего. У нас справа налево, а у зрителей слева направо. Да, у нас справа налево, а у вас слева направо. Вот здесь будет 2009 год, 10, 11, 12. Не жалко тебе? Ну, святое дело нет. Нет, я с радостью. Для того его и выпускают, чтобы пить и наслаждаться. Чем замечательны Бруклади, так и тем, что они никогда не производят свой виски в коммерческой крепости 40 градусов. Это обычно всегда 50 плюс. И всегда у них очень качественный продукт. Да, и всегда никогда это... не попадалось что-то такое с дефектами. Всегда это очень качественно. Всегда это натуральный цвет, отсутствие холодной фильтрации. Да, кстати, винокурню купили за 6 миллионов фунтов, а продали в 2012 году Реми Квантро за 60 почти миллионов фунтов, в 10 раз дороже. Марк не хотел продавать эту винокурню, потому что это его детище, его эксперименты с теруаром, и он ушел на винокурню в Ирландию, в Уотерфорд. Он, точнее, приобрел ее на, видимо, полученные средства от Бруклади. И вот на Уотерфорде он уже развернулся в полной мере. В 2016 году Алексей Неаронов, наш виски-эксперт, ездил на винокурню и пробовал 2 разных ньюмейка. У них там 48 аж ферм, если у Бруклади 18, то у Уотерфорда 48, и он пробовал 2 разных ньюмейка с 2 разных ферм. И он клялся и божился, что они совершенно разные. Так что... Вполне возможно. Так что есть уже некоторые данные. Ладно, мы, наверное, отключаемся, да? И приступаем. Да, приступаем и вернемся к вам через 1 секунду. Погнали? Ну, давай попробуем. Значит, еще раз повторюсь. Сейчас мы с Игорем пообсуждаем все 4 релиза, потом мы их перемешаем и вслепую попытаемся определить, где какой. Давай начнем с 9, да? Ну, наверное, Вместе да. прям возьмем бокалы и пообсуждаем. Давай. Так, 9 год. 9 год дистилляции. Я забыл сказать, 6-7 лет примерно выдержка у каждого из этих релизов. Приблизительно. То есть выдержку тоже старались сделать, естественно, одинаково. Примерно одинаково. А вообще Марк Ренье на Уотерфорде уже так и сказал. То есть я сделал свои продукты именно для того, чтобы вы расставили эти релизы по порядку, сели и сравнили. И вообще, кстати говоря, не встречал дегустации, к сожалению. Вот хорошая идея для виски-клубов, для виски-сообществ. Дегустация и вот попытка определить, решить вопрос с теруарностью. Вот Марк Ренье именно для этого и задумал эти релизы. 9? 9. Что скажешь? Ты знаешь, я, наверное, сначала скажу об общем профиле, что я почувствовал. Угу. Все 4... Но мы будем вместе, я думаю, не будем мы по очереди просто так и обсудим. Да, я просто скажу, что все 4 релиза очень яркие, очень сочные, очень фруктовые, мощные. Чувствуется в них какой-то такой крафт, какая-то такая неотесанность легкая, которая не в минус, а в плюс, которая очень красит, которая кажется, что вот этот продукт действительно ручного изготовления. Да, так вот оно и есть. Такое вот что-то неуловимое, но очень мощное, которое отличает эту серию Бруклади от многих релизов масс-маркета. И, конечно, это очень все солодово, очень фруктово, очень сливочно. Но есть какие-то, конечно, нюансы у каждого. Во всяком случае, мне показалось, что каждый релиз имеет свои особенности. Давай попытаемся. Как ты будешь 9 отличать? Давай, практическая сторона вопроса. Ну, 9 очень, очень солодовая, очень фруктовая. И есть в ней отличие, это она имеет небольшой дымок. Да.
Дымок там Соглашусь. есть, такой кожаного дегтярного оттенка, очень нежный, очень на заднем плане, но это отличает ее. Вот я сейчас пытаюсь Да, я согласен. его с тобой. поймать, и он очень легко ловится. Это прям вот кожаная Да. дегтярная тема. Я на себе фоне пометил, фруктов. Я себе пометил, что девятка наиболее фенольная, то есть содержит больше фенолов, чем Мгм. 3 последующие. Мгм. Какие это фенолы? Что это? Дым, не дым? То есть, может быть, это фенолы бочки, то есть там листва какая-то, подгоревшие веточки. Может быть, это фенолы солода, который был в Брукладе же у нас, Порт Шарлотт и так далее, где-то там Да, в оборудовании застряли Да. там и так далее. Ну, мне кажется, здесь специально. их, Зернышки. Чуть-чуть Не помыли подкоптили, где-то куб. чуть-чуть подкоптили или куб не помыли, но он явно чувствуется вот именно в профиле такой дегтярной кожи. Да, но это, к сожалению, кстати, не терруарная, наверное, история, да, фенольность. Может Фенолов быть, это скорее мелизимная история, потому что в этом году вот они решили Да. сделать так. Возможно, Тут да. не терруар, конечно, потому что ячмень фенолов не содержит совершенно точно. Но здесь есть фенольность. Я, пожалуй, согласен. То есть это и кожаные, возможно, что-то листва какая-то пожухлая. Во вкусе тоже есть эти подпаленная кожа, или листва, или еще что-то. Ну, такое вот что-то фенольное. Десятка. Десятка. Десятка поначалу была самая скромная, самая закрытая. Отдавала она мокрым картоном, табаком, такой некой минеральностью и была очень скромна. Потом потихонечку раскрылась в прекрасную сливочность, фруктовость и кондитерность. Вот сливочная тема сейчас превалирует. Согласен. И мы, кстати, сейчас обсуждали, что это ведь не только фермы, да, то есть здесь есть и разные сорта ячменя, и речь идет о том, что для каждого релиза своя какая-то комбинация сортов ячменя, которые выращивались на той или иной ферме. Да, мы, к сожалению, не знаем этих сортов, Да. тем более, что они обновляются чуть ли не каждые каждый год 2-3 они года. меняются, Мгм. СВА каждый год утверждает новый список. Соложение, кстати, происходит на Мейнленде, то есть на Большом острове. Фермы сами не солодят. Там у них такое свое комьюнити фермеров. Фермеры даже у них на сайте представлены с фотографиями. Каждая ферма. Молодцы. И они, кстати, самые крупные работодатели на острове в Рукладе. 80 человек. Ну, не АвтоВАЗ, конечно. Им есть куда расти. Десятка, да, для меня тоже скорее есть сливочные моменты, но я ее буду отличать по нотам моего любимого арахисового масла в аромате. Вот для меня это вот что-то такое, вот как мы бладных недавно обсуждали с Игорем, что-то есть вот от него. Цветочность, да, фруктовость во вкусе, цитрусы во вкусе, наверное, вот еще вот... Цитрусы, я отметил лимон. Да, вот Лимон. эти цитрусы во вкусе, арахисовое масло и сливочность в аромате, я буду вот это вот ловить. Слепой дегустации. Слепой дегустации, да, зачем как-то еще называть. Так, 11-й год. 11-й год, ну, конечно, этот год очень яркий для меня. Мне кажется, он наиболее яркий из всех. Согласен. Если, конечно, мы вынесем за скобки наличие фенолов в 2009 году, то 11-й год, он наиболее яркий. И здесь, конечно, мощная солодовость, очень интересные оттенки какого-то мокрого шерстяного свитера, какого-то скотного двора с легким налетом навоза. Вот. Да, как ни странно, но это Зрители здесь... будут опять смеяться. Это не портит, это придает такую деревенскость, натуральность, вот крафтовость этому продукту. Это ни в коем случае не off-note, это плюс. В данном случае это большой плюс. Вот. И, конечно, сливочность, медовость, солодовость здесь очень ярко выражены. Вот. И небольшой, знаешь, такой вот оттенок какого-то сырого теста. Ну, Да, может сырого быть, теста. да, потому что Что-то здесь есть здесь такое. и хлебность вот эта вот, и вот, Мгм. видимо, в сочетании Мгм. с чем-то тяжелым, я бы сказал. То есть какой-то вот Тяжелый, именно, тяжелый да. спирт, он придает яркости, и в сочетании с хлебностью, возможно, вот Мгм. это сырое тесто. Ну, я сырое тесто, ну, не знаю, просто для себя его как-то не выделяю, но вот эта вот хлебность, она есть. И да, действительно, я, наверное, то же самое буду делать. Здесь некая переходная история. Есть ноты и десятки здесь в 2011 году, и есть вот эта вот яркость, насыщенность. Самый яркий. Спирты тяжелые, то есть Мгм. может быть терруарность или нет, опять же, может быть больше хвостов здесь подпущено.
Да, и слава богу. Но отличия есть. Отличия есть, да. То есть, насколько это теруарная история, ну, не знаю. Возможно, чтобы конкретно рассуждать о теруаре, нужно было сесть действительно с ньюмейками, которые были получены в этих годах. Вот тогда бы уже... Ну и там тоже не факт. И там же, опять же, насколько, как они по-разному могли резать свое тело. Мастера-дистиллеры. Кстати, мастер-дистиллер на сегодняшний день и Эдам Хеннет на винокурне сменил Джима Макьюина. 12-й год. 12-й год мне показался самый простенький, нежным, по-моему. самым простым, но в том числе самым таким парфюмерным и с винным, с такими тропическими фруктами, с винностью с какой-то с повышенной. Вот. Но самый простенький, самый скромный. Согласен. 12-й самый простенький. Здесь уже есть где-то там бражность чувствуется, Да. легкая. Винность вот и парфюмерность. Есть, да. Я тоже скорее вот по парфюмерной нотке буду его выделять. Ну, кстати, вот парфюмерность уже может быть что-то теруарное, наверное. Может быть. Может быть, ее ничем не создашь, видимо. Да. Как, в принципе, и вот эта вот ферма. Ферма в 2011 году, это, наверное, какой-то вот тоже какая-то теруарная история. То есть какой-то ячмень такой прям ядреный, какой-то Да. интересный использовался. Да. Если мы примем за данность, что сам процесс дистилляции был одинаков. Да, но мы надеемся, что это так и было. Надеемся. Раз уж Марк нам говорит об этом сам. Так, значит, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас дольем, перемешаем и будем вслепую сейчас, как слепые котята, угадывать, где что. Кстати, вышел 13-й год уже в этом году. До российского рынка, наверное, он уже не дойдет. Будем надеяться. Но очень интересно, что же там Будем за очень, история. очень надеяться. Так, я уже, наверное, перемешиваю. 13-й год. Так, это у нас получается 13-й год дистилляции. Это уже Марк Ренье ушел с винокурни. Уже его дело продолжили. Причем Марк ушел из-за того, что он не хотел продавать винокурню, хотел продолжить свои эксперименты, но его коллеги по цеху, ну, с теми, кто участвовал в покупке, то есть его компаньоны, не согласились, деньги были хорошие. Вот. И вот 13-й год уже дистиллировался без него. Так, мешаем. Да, перемешиваю. Но дело продолжается, я так понял, то есть Айла Барли продолжит выпускать. По крайней мере, мы увидели 13-й год. Мгм. А Джим Будем Макьюин, ждать и надеяться. Джим Макьюин покинул винокурню и ушел на пенсию в 2015 году, но через 18 месяцев его уговорили вернуться в работу, но не на Брукладе, а новую винокурню Арднаха, Хантер Не Лейн. пробовал еще ничего из А они еще продукции. ничего и не сделали. Мгм. Хантер Лейнг приобрели эту винокурню и как-то уговорили Джима Макьюина заняться ее становлением, что ли. Ну что, все, ты ничего не знаешь? Я ничего не знаю. Значит, у меня лично план такой, у Игоря, кстати, такой же. Определите 9-й год по фенольности, 11-й год по яркости. И дальше уже просто отличить методом исключения 10 от 12. Потому что они достаточно похожи. Ну, Так, ну давай. что, начинаем. Сейчас будет проверка на вшивость. Ну, на аромат вот это 10-й. Мне тоже кажется, что у меня 10-й в руках. По арахисовому маслу я аромат, в принципе, Это хорошо 12-й, отличаю. наверняка. Он очень винный и скромный. Вот это как будто бы 12-й. 10-й какой фруктовый. Я думаю, что это 10-й. О, ферма. Вот это 11-й. А вот это 9-й. Но сейчас мы будем уточнять. Как я говорю, какие-то игры разума. Мгм. Потом твое сознание начинает тебя путать, по-моему. Ну как, ты быстро справился с задачей? Мне казалось поначалу, что да, но сейчас уже не очень уверен. То есть ты не готов? Сейчас еще немножко посижу.
Ну, я прям вот на 100% уверен. Люблю я быть на 100% уверенным. Все они, конечно, очень фруктовые. Есть общая черта. Действительно, как они сказали, высокие кубы, легкие фруктовые спирты. 10-й самый цитрусовый. 10-й, кстати, мне тоже нравится. Хороший такой, интересный. Хороший, он раскрылся. Игривый, водевильный, лимончик во вкусе. Фрукты, цитрусы. Угу. Очень сладкий, приятный. И вот это арахисовое масло я чувствую, Маслянистый. которое ты считаешь Апельсиновое сливочное. какое-то масло. Сливочность, апельсиновость, вот такая. Ну, вот это точно 10-й. Вот, поверьте мне. А вот этот яркий, ферма. Ну, вот это 11-й. Ну, это прям по аромату 12-й. Он более такой простой. Здесь даже есть бражность, ацетонистость небольшая. Есть тоже ферма. Во вкусе более спокойный, более легкий, кстати говоря. Более фруктовый. Вообще, Бруклади, ну, невероятно классный продукт сделали. Очень Айла качественный. Барли. И цена 5-6 тысяч на полках, но это просто шедевр за копейки, я бы так сказал. Всем советуем приобрести бутылочку, ну просто хотя бы ознакомиться. Если вы не знакомы с винокурней Бруклади, то Айла Барли вообще отличный образец для знакомства. И 11-й год самый, наверное, вот у нас тут консенсус даже, самый яркий, самый высоко оцененный нами. Самый мощный Самый и мощный, такой фермерский, неотесанный крафтовый. фермерский, Да. такой крафтовый, самый такой. Да. Может быть, не всем, кстати, придется по вкусу. Ну, зато он отличается от всего масс-маркета. Если Очень вы не сильно. хотите, да, какой-то вот крафтовости и фермерства, то возьмите 10-ку. 10-ка прекрасно тоже. Легкая, цитрусовая, сливочная. Ну, это точно 10-ка. Боюсь, конечно, ошибиться, но мне кажется, я расставил их прямо вот в порядке нашей дегустации. Боюсь, конечно, уже рецепторы немножко, настройка их сбита. Да. Даже описанную нами фенольность я уже не очень отличаю, потому что крепость 50% и похожесть общего профиля, оно, конечно, сбивает. Какой-то ладан даже, кстати, есть Угу. в 9-ке. Я уловил какую-то смолу канифоль, типа того. Да, Типа или канифоли. камедь. А вот по мне так это ладан такой. Ну, наверное, это все-таки 9-ка. Раз мы то ладан, то горелость, то кожа. Это все фенолы. Ладно, я все-таки... Вот в 11-м, по-моему, ферма подугасла. Нет такого у тебя? Я вот что-то совсем ее с Ты трудом знаешь, улавливаю. учитывая не первый подход к такому качеству и крепости продукту, здесь это вполне возможно. Дело не в ферме, а в наших рецепторах. Да. Вот, потому что темп достаточно высокий. Нет, я все-таки думаю, Я что думаю, я... на медленном темпе мы бы, наверное, все равно столкнулись с проблемой забитости рецепторов. Так, Думаю. я вот так вот расставил. Ладно, мы же все-таки не корову тут разыгрываем. Совершенно верно. В конце Ну. концов, теруар есть теруар, может быть, его нет в виске. Да и в вине-то, может быть, его нет. Не разочаровывай наши ожидания. В том, где я думал, это 12-й, я думал, начинаю находить какие-то фенолы. Да, есть они, конечно. Вот эта вот ферма, это же тоже из истории фенолов. Угу. Вот эта кожа, щетина. Ну что, я, по-моему, окончательно запутался. Ну, я думаю, что самое первое впечатление, оно наиболее верное. Поэтому я оставлю все как было. Ты знаешь, вот сейчас я все-таки вот уверен. Так, я тоже, видимо. Вот это Это все-таки 9-й, девятка. это Это 10-й, девятка. это 11-й, это 12-й. Нужно быть уверенным все-таки в своих Вот так, убеждениях. Все, Так. вскрываем карты. Звучит барабанная дробь. Давай, 9-й. Вместе, да? 9-й год. 3, 4. Ура, я победил. Первый. Первый. Поехали, Хотя 10-й. он Ну, 10-й я прям вот не глядя, это 10-й. Да, второй. Второй. 10-й.
Так, это третий. Это 11-й третий, год. 11-й год. Да. Это третий. Третий. То есть 1, 2, 3. Это третий. Да. Подтверждаю, это третий. Ну и четвертый, 12. Значит, как я мог перепутать 4 с 9? А, ты сейчас их в самый последний Я момент их поменял, поменял? да, ты представляешь? Ну, видимо, рецепты все-таки сбились. Но я ориентировался на следы фенолов. 4. Ну что, если вы не верили в теруар, тогда мы идем к вам. Придется поверить. Теруар, виски, да. Мы говорим да. Да? И мы говорим «да» продукции дистиллерии Bruichladdich. Это выдающиеся релизы, и продукцию они выпускают превосходного качества. Марк, Джим, спасибо вам большое, что вы зародили такую замечательную винокурню. Надеюсь, вы увидите этот выпуск. Мне будет лестно. Сланчево. Во-первых, точнее, во-вторых, заглядывайте в магазин Drum of Spirit, бокальчики, стаканчики. Дегустационная посуда, все для любителей, для дегустаторов, для профессионалов. Игорь, спасибо большое, что пришел, спасибо большое, что предоставил такие чудесные бутылки. Леш, было очень интересно. Такие возможности, такие шансы И мне самому было раз очень в жизни интересно. выпадают просто, по-моему. Я Большое очень тебе рад, спасибо. что ты меня пригласил, и очень рад, что получилась замечательная дегустация. И не скрою, рад тому, что мы угадали. Да, да, мы доказали все-таки и подтвердили тот факт, что теруарность в виске имеет место быть. Это не пустые слова. Это не пустые слова, да, нужно работать и винокурам обращать обязательно на это внимание. Итак, не пейте, а если пьете, возьму 11 год, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока!